Доброе, светлое, замечательное утро. Мы идем гулять по лесу с вами вместе. Кажется, сегодня все получилось из положением. К сожалению, вчера прогулка у нас не получилась, потому окончается на «у», потому что я не очень продвинута во всей этой технике. К счастью или к сожалению, но я учусь. У нас прошел долго. Давайте попробуем еще немножко вот таким образом. Вот. Отлично. Да? Отлично. Воздух. Хочется дышать и хочется пить. Листья сразу напитались влагой. Для корней, конечно, это очень мало. Но листья отличные в нашем регионе. Ну, слава богу, не у нас, а где-то в 100 километрах от нас. Пожары. Наверное, в связи с этим проходят вот у пожарников учения контрольные. Но у нас даже была сильная гарь. Был ветер в нашу сторону, и была сильная гарь. Вот один посетитель есть. Это, наверное, наш несменный посетитель, который называется мой муж. Да. Здесь мы с вами гуляли вчера. А пойдем сегодня вот сюда. Видите, сколько желтых уже деревьев. Мы так любим грибы собирать. У нас их много. Но в этом году такая сушь, такая засуха. Я не думаю, что у нас вырастет хоть один грибочек. Du bist nicht dabei. Und bei dir? Ich bin drin. Ну, bei mir zeigt niemand, null. Ist mein Rucksack zu? Warte mal. Jetzt. Ну, посмотрим, как у нас сегодня пройдет прогулка. Конечно, таким воздухом после наших 2,5 месяца жары, ну ладно, 2, нет, 2 больше 2 месяцев, конечно, этим воздухом невозможно надышаться. Это правда, это как, знаете, вот свежесть пьешь. Правда. Давайте посмотрим папоротник. Папоротник все так же выше меня. Вот несмотря на жуткую засуху, все равно он растет. Вот как-то природа все-таки умеет себя контролировать, или не знаю. Рябинка. Конечно, она выглядит печально, потому что засуха. Видите, каштан весь желтый, коричневый. И вот они самые первые деревья, и они такие богатые, а у них какие цветы красивые. Но лето было жуткое. Жуткое. Слава богу, листочки что-то получают. Хоть чуть-чуть влаги. Wie viel Uhr ist es? Es macht nichts.
Gestern habe ich bemerkt, dass ich bewege mich zu scharf, obwohl ich versuche. Wieso? Ist scharf und gar nicht schön. Ja. No, hier war ich gestanden, während war Gewitter im Mai. Ah, War schönes Internet, war Gruppe, Chat, alle dabei. Смотрите, какая прелесть. Вам слышно, как капельки падают? Слышно? Мне слышно. А вам? Ну, мы вышли раньше времени, потому что это так. Поэтому, может, поэтому у нас совсем никого посетителей нет. А может, люди вообще перестали с нами гулять. Ну, это ничего. Мы все равно гуляем сами. И эти видео, которые я пишу, мне очень пригождаются, потому что я создала второй YouTube-канал, где читаю книги великих учителей. Первый и самый главный учитель для меня – это Экхарт Толле. Почему он мне так нравится? Да, потому что он такой скромный. А сейчас я вам капельку покажу. Вот она, вам видно? А вот еще одна. Он такой скромный, он такой, ну, неприхотливый, такой. Ну, такие люди мне очень нравятся. Ни одного миллиграмма какой-то кичливости, гордости, официоза. Нет. Очень умный, бесконечно умный. Правда. Пережил нечто такое, что я не знаю, что я не проживала. Хотя мне очень хотелось бы почувствовать как-то жизнь по-другому, как он ее почувствовал. Что я это не тело, я это не мысли мои, а я это наблюдатель. Вот это сознание, которое наблюдает. Я могу почувствовать, всегда чувствовала, как, ну я это что-то такое за глазами там где-то, как наблюдатель, да. Но я не могу стопроцентно отделить себя от тела. Не могу. Или ненадолго. Да, бывает такое полное, тотальное погружение в момент здесь и сейчас, когда нет ни одной мысли, когда как проваливаешься куда-то вот в другое измерение. Да, вот это как будто и есть осознанность, которая и есть я. А еще у меня есть такой опыт, когда вот в такие минуты я попадаю, вот в такие моменты осознанности, тишины, и у меня как будто бы вот захватывает благодарность или прям слезы, как будто я узнаю что-то вот свое, и какая-то сразу претензия, как будто, ах, вот так, значит, мне вообще не надо волноваться. Ну, мои личные наблюдения. Сейчас очень много, ух ты, темно. Сейчас очень много таких людей, которые увидели что-то другое. Говорят же, что мы как во сне живем. Ну, думаю, что это так. Ну, я никогда не верила, что тело умирает и все, чувств до свидос. Нет,
Я так никогда не думала. Нет, нет, нет. Пойдемте-ка в лес, в глубину. У меня удачная обувь, и поэтому мы пойдем. Вот. Темновато сегодня. Вчера было солнце, а сегодня темно. Конечно, все сильно подгорело, сильно. Продукты леса. Живет сам по себе. Не беспокоится о завтрашнем дне. Вероятно, не беспокоится. Мы, конечно, не можем знать этого наверняка. Но стоит и зимой, и летом, и осенью, и днем, и ночью. Стоит и не беспокоится о том, что он, Боже упаси, постарел. Да? Давайте посмотрим водичку на траве. Я надеюсь, что вам видно. Вот уже наклонилось дерево, падает наполовину без корней, и все равно зеленое. Вот ведь жажда жизни. Вам слышно, как ветки хрустят? Кому вам? Никого нет. Ну, если никто не будет приходить, еще пару стримов, то, наверное, я не буду стримить. Потому что буду гулять без телефона. Вот такие скудные цветочки морковник. Он вообще-то ядовитый. Такая тишина. Кстати, почему птицы не поют? О, кто-то появился второй. Доброе, светлое, замечательное утро. Пойдемте гулять с нами по лесу. У нас изумительный свежий воздух сегодня. Прошел дождь. Хочется дышать, пить этот воздух. Да. Господи, хорошо, что через листву чуть-чуть дерево получило влагу. Слава Богу. Nu gehen wir noch so ein bisschen und dann zurück. Und das war es. Aber ich bin drauf, ne? Ja, du bist immer hier. Mhm. Jemand kommt und geht raus, aber du bist immer da. Вот капельки висят. Вам видно? Warum sind keine Vögel? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Und ich kann es dir nicht erklären, denn eigentlich ist die Luft nicht gewittrig, sodass sie sich vertiefen und es sieht auch nicht aus, als würde es vielleicht anfangen zu regnen. Hier war doch immer Wasser. Erinnerst du dich? Ja, Alles trocknet steht. Вау. Посмотрите, какая. Ну, обычно здесь все во влаге стоит, все в воде стоит.
Вот эти все деревья стоят в воде. Именно поэтому мох. И вот здесь вот соединительная труба. И она бежит на эту сторону. Все сухо, абсолютно. Здесь, знаете, прямо фонтан такой шумящий. Ну, понять можно, потому что, видите, сколько моха наросло. В этом году все пересохло. Ну, так как есть. Что теперь? Пойдемте еще немножко в глубину. Вот эти вот крутилочки. Вот. Они, конечно, уже все, но они так долго стоят. Я делала из них икебану. И они стояли очень-очень долго. Господи, да как хорошо. Немножко влажности в лес. Доброе, светлое, замечательное утро тем, кто присоединился. Пойдемте гулять с нами по лесу. Почему не поют птицы? Смотрите. Вот этот вот, например, да. Опс. Да, все высохло и пожелтело. К сожалению. К сожалению. Кто присоединился, напишите, пожалуйста, вы откуда географически? Ну, я думаю, что это кто-то свой, наверное. Но почему-то молчит. Вы не знаете, почему человек молчит? Я не знаю. Это же несложно написать. Я тут, я с вами. Я из России или я из Германии. Напишите. Может быть, вы хотите, чтобы я на немецком вас попросила? И сейчас. Сейчас присядем на пенек, съедим пирожок. Дальше пойдем. Oder gehen wir bis zum Bank? Oder ist zu weit? Не, gehen wir zurück. Что? Пильц. Это грибок какой-то нарос, прикиньте. Вот еще один. Это мы уберем. А вот это посмотрим. И вот. Вау. Внизу. Самолеты. Hast du Wasser? Bis zum Kreuz und zurück, oder? Ja. Вот, идем до развилки и разворачиваемся. Вам слышно самолет? Но вот туда уже заходить я бы не хотела. Ну, потому что клещи. Клещи – это опасно. В это лето они особенно свирепы, потому что жара и сушь. Вот это очень хорошая тропинка. Она ведет вглубь леса. Но я боюсь, что там может не быть интернета. Поэтому пойдемте-ка мы обратно. Смотрите, прям высохло дерево. Листья прямо пожженные, высохшие. Ё-моё, как же пострадал лес, а?
Ну, в огороде мы еще что-то поливали из дома водой, которую платим за водоотведение и водопотребление, двойную плату. Но эта вода, она не из крана, она не богатая микроэлементами. Это не дождевая вода, это дождевая вода дает растению все необходимое, а из-под крана позволяет только не погибнуть растению. Давайте вот сюда заглянем. Ну, мох пожелтел, но не пропал. Вот капелька. Вот видно. Господи, слава Богу, чуть-чуть хоть растения попили водички. Ну, я говорила о том, что дома мы еще что-то спасали, а лес, конечно, пострадал. Ну, вот мы 4-й год здесь живем, 5-й уже пошел. Мы в июне заехали 22-го. И всегда мне так нравилось, так влажно, так много дождей. Такой чистейший воздух из-за того, что вулкан Айфель, много лесов. Просто наслаждались. Но первый год было, да, жарковатое лето, но мы как-то не очень поняли еще. Первый год у нас еще сада не было. Но в этом году лето нам категорически не понравилось. Нет, потому что, ну, жара. Мы сидели все время в доме, когда на улице 38. Сидишь в доме с опущенными жалюзи и с включенным вентилятором, с мокрой одеждой, с мокрой головой, на полу с включенным вентилятором. Я нисколько не преувеличиваю. Первую волну жары у нас вентилятора не было. Даже потому, что мы не предполагали, что нам понадобится вентилятор. Всегда так прохладно. И вдруг в этот момент вентиляторов вообще в магазине не было. Потому что их раскупали в лед, что называется. Но все-таки нам удалось купить. И ко второй волне жары мы уже были готовы. С вентилятором. Так вот, это лето нам категорически не понравилось. Нет, такую жару я не хочу. Нет. Я раньше жила в Сибири. Западная Сибирь. У нас был климат там резко континентальный. Поэтому сильно суровая зима и сильно суровое лето. Ну как суровое, жарко. Такое пух, тополиный пух там почему-то был часто. И, ну почему? Там насаженные деревья, тополи. И не мужские особи, мужские они длинные и без пуха, а женские. Весь город был в тополином пухе. Это было так тяжело, когда жара, сушь, воздух суше намного. Там воздух в принципе намного суше, чем здесь. И когда у тебя еще в эту пору аллергия. Это называется ад. Если вы не знали. Пойдемте вот сюда вглубь. О, смотрите, что я нашла. Да, черника. Очень мелкая она в этом году. Просто абсолютно мелкая. Ой. Но сладкая. Мы делали джем в прошлом году из нее. Но она была в 3 раза больше. Интересно, это что? Вот так мы очень любим. Просто выйти в лес
и просто наблюдать все, что здесь есть. Наверное, кому-то кажется это скучным. Согласна. Когда мне было 40 лет, мне это тоже было скучно. Но сейчас, я думаю, лучшего времяпровождения я себе не желаю. Да, есть мнение, что путешествие. Но это мы раньше так думали, когда было меньше возможностей, да? Раньше люди путешествовали очень мало. Мои родители до соседней деревни, к брату или к сестре, в их семью, вот это все. А сейчас каждая семья обязательно планирует отдых с выездом во время отпуска. Да? А нам сейчас в нашем возрасте, вот в такую жару в 40, да мы в любом путешествии сразу умрем. Это правда. Вообще не хочется. Еще же деньги заплатить и еще же страдать. Мы и так-то страдали у нас дома в этой жарюке. А где-то там в Турции, боже упаси, под кондиционером все время жить, это не про нас. Мы, конечно, ездим тоже в путешествия, но в более холодное время. Например, мы любим ездить в Бельгию. Это 120 километров от нас. Там мы нашли источник силы, святое место. Как я туда попала, вообще не знаю, Бог привел. И в этом баню, кажется, мне сложно с этими названиями. И в этом месте так хорошо. Это святое место, там святой источник, вода целебная, паломничество. Люди приезжают со всего мира на колясках, очень много. Там такие капеллы для молитв, да, и там лежат костыли. То есть человек пришел на костылях, а ушел без них. Ну вот, ребята, там я рассказываю то, что вижу. Мой муж после операции на колено, приехали мы туда первый раз, но ему не помогло, потому что пришлось ему делать вторую операцию. Warum haben Sie das nicht gemacht? Ich denke mal, dass das noch von früher ist. Dass sie es nur nicht weggenommen haben, als der Baum noch klein war, weißt du? Vermute ich mal, weil er schon so alt und vergammelt ausschaut. Еще мы ездим в Голландию, тоже недалеко. В этом году были в Кёкенхоф. Это просто чудо на планете, это правда. Еще мы ездим во Францию, на побережье, французское побережье, французische Küste. Да? Тоже очень здорово. Но сменить обстановочку, переночевать пару ночей и домой. Это для нас путешествие. Когда-то мы были в Таиланде целый месяц, 31 день. И зареклись, что больше так не поедем. Это не для нас. Во-первых, климат очень тяжелый, несмотря на то, что мы, конечно, не были в пик жары, в сезон дождей. Тем не менее, влажно и душно, воздуха нет. Не, это не для нас. Мы с ним оба ботаники, или как, очень любим растения. Да, и поэтому для нас лучшее, что может быть, это заниматься в саду,
планировать что-то новое, садить, ухаживать, изучать эти растения. Да? Как хорошо, что я полгода назад создала YouTube-канал про сад. Ой, как это хорошо, потому что это такая отдушина для меня. Невероятно. А сейчас я вам покажу капеллу. О, дети разговаривают. Wie viel Uhr ist es? 54, 5 Minuten vor 11. Noch 4 Minuten, dann 11? Ja. Ага, bis 11 müssen wir auf alle Fälle sein. Кто-то опять появился, второй. Пойдемте вот сюда слегка зайдем. Ну, у меня сегодня новая программа, через которую я веду стрим. Поэтому я вышла раньше, чтобы попробовать. Вау! Здесь вообще волшебно. Верите мне? Грибочек. Вот он. Ну, думаю, что это шампиньон. Вот второй. Слушайте, как они могут вылезти, если такая сушь стояла? Господи, да как же легко дышится. Да как же хорошо дышится. Я помню, мы приехали, ездили на встречу с детьми в Турцию. Пробыли там всего-то, наверное, 5 дней. Вернулись домой и думаем, да какая же у нас тут прелесть. Ну, давайте посмотрим. Это засохший шампиньон. Ой, здесь так много грибов, если честно. Всяких, столько белых я в жизни в своей не видела. Вот сюда мы пойдем опять в следующий раз. Следующую нашу прогулку. Вчера мы были, у нас стрим вчера не состоялся, к сожалению. Но у нас самый первый стрим прошел спонтанно. Я просто попробовала, вышла в YouTube, нажала на стрим, эфир. Мы как раз гуляли. Было так много людей, правда. Комментариев, был чат. Однажды был чат с Мексикой. Они писали на английском, а мой муж отвечал им, он говорит на английском и пишет. Ну, здорово, интересно. Люди говорят, вот у нас нет такого леса. Нет, лес есть, но он совсем другой. Ну, и я каждый стрим говорю о том, что это надо любить. Лес надо любить. Если ты любишь море больше, воду, то лес тебе так фиолетово. Правда здорово? Просто прелесть. Ну да, когда солнце, то оно создает объемность лесу. Сейчас солнца нет, лес немножко плоский. Sagst du, wird 5 Minuten später als 11. Es ist 5, 8. Jetzt 11, 8? 11, nein, 10, 5, 8. Ну, там спортплощадка, и они чем-то там занимаются, поэтому слышно. Где-то мой муж увидел гриб, а я вообще его не вижу. А, вон. Я не знаю, здесь есть интернет или нет. А там точно такой же засохший шампиньон. Разве это гриб? У меня есть видео, где я снимала для детей. Настоящее
Грибная охота, так сказать. Потому что вот в одном месте стоишь, кажется, 11 я насчитала. Представляете, какой азарт может быть. Конечно, в лесу очень хорошо. Вон дети построили шалаш. Вам видно? Пойдемте глянем. Я очень рада, что у нас есть желание ходить на прогулки, еще и делать видео. Есть здоровье на это, есть время. Да? Мы когда-то работали, так как все прогрессивное человечество. Но сейчас у нас заслуженный отдых. Вот. Проходите, пожалуйста. Проходите. Вот такой они сделали шалашик. Ага. Классно. Но от дождя он все-таки не убережет. Но крыша. И чувство такое, что у тебя крыша над головой. Крыша над головой — это очень важно. Вспоминается мне Анастасия Мигре. Владимир Мигре написал книгу еще в социалистические времена об одной девушке Анастасии, которая жила в тайге. Вот, кажется, у нее и шалаша не было. Ну, летом еще ладно. А зимой в шалаше до сих пор думаю, это фантазия была или нет. Немножко, думаю, парень сфантазировал. Ну, а может быть, я это со зла. Да что ты у меня першит горло. 37 минут мы записали. Уже паутина кругом. К сожалению, осень. Ну, такое лето. Я рада, что осень пришла, потому что такое лето мне тяжело. Не, точно не хочу. О, появились люди. Доброе, светлое, замечательное утро. Рада всем, кто присоединился. Пожалуйста, напишите, откуда вы географически. Es war 3 Menschen maximal. Jetzt gerade am 11. Naja, ich bleibe noch 5 Minuten, weil ich habe zu früh angefangen. Erinnerst du, wie Blätter haben die gehängt? Gestern, heute sind sie schön. Я сейчас говорю, что вот эти все листья вчера висели как тряпочки вниз. И только чуть-чуть дождем по листве прошлось, и они сразу раз и поднялись. Пойдемте еще посмотрим нашу капеллу, куда мы ходим. Просто молитву прочитать. Ну, в тишине постоять. Вот здесь вот мы с вами гуляли один раз. Там вот такая избушка есть деревянная. Вот она, наша капелла. Гортензия уже старенькая, но все-таки еще держится. Вот это место наше, куда мы часто приходим во время прогулок. Здесь есть наши крестики, наши сердечки. Ну, это как бы Мария, для Марии. Мария Хатгехольфен. Это Мария помогла. Хорошо, уютненько, открыто. И в зиму тоже. В зиму здесь все украшено.
для Рождества. Ну вот, умудрилось растение не погибнуть. Хотя внутри листья все пожухли. Вот видно? Ну, даже не знаю, что сказать. Спасибо всем, кто был, кто заходил. Приходите к нам снова. Через приложение, как нам выключиться. Хотите завершить? Да. Завершить. Завершение прямой трансляции.